Фр, фр. Да, этот самый зверь, который выпускает странные видео раз в несколько месяцев. Будем знакомы. Этого ролика не случилось, если бы я не создала вот эти два видео. Вселенная явно бы ничего не потеряла. Ой, заткнись. Вот о чем бы я хотела с вами поговорить. Случился парадокс. Простенькие в дизайне волосы Рейзи выглядят почти так же великолепно, как и крутые проработки пряди Кэя. Тут явно что-то не так. Это побудило меня к экспериментам в области покраса волос, дабы опробовать разные стили и понять, чем же так крут простой дизайн и сколько же всяких разных стилей можно напридумывать. Но вначале отвечу на вопрос, почему, волосы? Пряди – это одна из тех частей арта, которые замечаешь в первые секунды, которая притягивает внимание. На волосах лучше всего можно показать изменение стиля. Можно рисовать персонажа полностью с изменением стиля в каждой его части, как это делают в роликах 10 стилей, но тогда наш анализ затянется ой как надолго. Да, я напомню, мы тут не просто языками треплем, а проводим научный опыт. Если есть возможность, то рисуйте параллельно со мной. Будем экспериментировать вместе. Начнем и посмотрим, куда же нас это заведет. И в этом деле мне поможет Муги из K-On! Почему именно она? Ну, Муги милая. Не такая милая, как Мио, но все же. Ленни Кайру Беки Десука? Нет, домой не стоит. Вот я набросала нашу модель. Предполагалось, что я запишу этот процесс на камеру, но у меня возникли проблемы с лайном. И первый стиль готов. Ну да, вы думали, что будет сложно. Думаю, стоит добавить немного светлого и темного градиента, чтобы не смотрелось так плоско. Почему-то многие недооценивают простой стиль, стремясь к сложным теням, спецэффектам. А ведь в нем столько шарма! Как сказал Сократ, мы ищем совершенство в сложном, хотя оно скрывается в простом. Вспомните, как в мультиках нас привлекают к себе персонажи, имеющие простой дизайн. Они выглядят просто очаровательно. Думаю, что каждый должен хоть раз освободить себя от оков теней, сложной проработки и попробовать нарисовать что-то простое. Мне кажется, что рано или поздно художнику, который рисует в сложном стиле, придет осознание того, что простой в определенных случаях выигрывает. Взгляните на Муги, она выглядит очень мило. И ведь если чуть-чуть поработать с остальными частями персонажа, то получится вполне милый арт, на который потратили всего пару минут, правда, ну ладно. От себя еще хочу добавить, что данный стиль очень облегчает работу над анимацией, сохраняет нервные клетки. Идем дальше. Легкое аниме. За основу этого стиля я взяла аниме K-On! Поняли отсылку, да? Несмотря на это, данный стиль соответствует и многим другим аниме. Так что давайте разберем, почему же на вашем рабочем столе стоит скрин из тайта с анимешной девочкой. Особенностью этого стиля является то, что мы используем тени, выделяя при этом самые важные участки. Заднюю часть волос, которая за спиной, и основные тени. Также можно добавить цветовых градиентов, по желанию. Экспериментируйте. Этот стиль покраски волос позволит нам сделать рисунок немного сложнее и объемнее. Самое главное, не переборщить с тенями, дабы осталась легкость. В моей галерее достаточно много артов в подобном стиле. Думаю, главную роль здесь играет антураж рисунка и работа над лайном. Тем не менее, наши Муги после небольших доработок можно будет с уверенностью поставить на Аву. Просто, мило и красиво. Простота нереально тянет. Водопад. Позже поймете, почему я назвала его так. Приступим к рисованию. Рисуем полукруг примерно на уровне или чуть выше ушей персонажа. Закрашиваем все это, что находится ниже линии. Теперь смотрите внимательно, очень внимательно. Нам нужно выделить локоны. Место соприкосновения двух цветов должно быть полукруглым, как показано на видео. Далее вспоминаем прошлый стиль и закрашиваем заднюю часть волос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как эту часть правильно называть. Мне стыдно произносить то, что я придумала. О, черт! Вот сразу и вылез минус данного стиля. Нужно очень осторожно подбирать темный оттенок, если у персонажа светлые волосы. Может, режем? Ну, как хочешь. От себя я решила добавить блики на волосах. Существует очень много возможных вариантов того, как нарисовать их. И я решила выдержать единый стиль между темной частью и светлой. Окончания бликов у меня тоже закруглены. Ну,
Ну и как же мы обойдемся без градиентов? Хотя без них тоже было достаточно мило. Вообще, это очень своеобразный стиль, я его редко где встречала. Может, поэтому он мне так запомнился. Если честно, создается ощущение, будто Муги решила покрасить волосы, но через время ее натуральные корни отросли. Я, скорее всего, не буду в нем рисовать, но опыт был определенно интересным. Возможно, кому-то из вас он зайдет в душу, и все увидят художника, персонажи которого давно не ходили в парикмахерскую. Я не знаю, куда меня несет, давайте дальше. Черт, будто в душ сходила. Неплохая имитация мокрых волос. Знаете, с одними бликами картинка выглядит тоже очень даже неплохо. Нежно так. И еще один стиль. Супер аниме. Теперь название точно ни с чем не связано. Итак, здесь мы будем опять выделять локоны, но уже в иной манере. Волосы Муги останутся целыми. Для этого нам нужно начать проводить линии от кончика нашей пряди. Старайтесь делать их большими мазками и не под прямым углом, чтобы задать направление волосам. Этот стиль очень часто используется в аниме-артах. Не уходя далеко, покажу вам апгрейд этого покраса, где добавляются подобные штрихи на верхней части локонов. Мне он очень сильно нравится за простоту и практичность. Очень долго рисовала именно в нем. Хватит топтаться на одном месте. Пора перейти к решительным действиям. Удаляем лайн к чертовой! Мать, ты что творишь? Я совершаю революцию! Раздвиньте границы привычного. Если вы хотите перейти на сторону циничных натуралистов, то самое время откинуть старые устои и броситься в пропасть неизвестности. Но проникновение должно быть нежным. Поэтому я предлагаю вам использовать навыки, которые мы получили при изучении прошлого стиля. Делаем то же самое, но теперь вкладываем больше усилий и рисуем кисточки поменьше. Блин, я же сейчас по сути рекламирую свой стиль. Ладно. Я забыла текст. Пришла я к нему случайно, когда простого аниме уже не хватало. Хотелось чего-то мозговыносящего. Да, это не супер-пупер реалистичные арты, но знаете, в нем есть какая-то изюминка. Обожаю прожигать минуты, раскрашивая локоны. И я стараюсь сделать мазки более непринужденными, чуть ли не на всю длину локона. Добавляю второй, более темный цвет для объема. Помните про разные стили бликов? Сейчас мы будем создавать свой, прорисовывая каждую лосинку вручную. На самом деле это не так уж и сложно. Нужно лишь аккуратно проводить линии по направлению локона. Я определяю количество нужного света на глазок. Тут уж как пойдет. А теперь, когда у нас нет контура, то нужно поработать над краями. Такая проблема появляется, потому что заливка внутри контура заливает участок, края которого будут резанными из-за разрешения, даже если вы нарисовали идеальный круг. Поэтому я делаю слой с наброском полупрозрачным и прорисовываю все сама. Я решила дорисовать выбивающиеся волосинки. Прическа у Муги опрятная, но такие детали добавляют образу детскости и милоты. Ах, куда больше. Здесь наши старые градиенты уже будут не очень в тему, поэтому я предприняла попытку создать что-то новое. Боже,
Просто удалили линии, а уже столько всего произошло. Волосы, конечно, очень сильно отличаются от тела. Мы зашли действительно далеко. По идее, следующим стилем был бы реализм, но вы же понимаете, что с такой аниме-модель, как у нас, ничего не получится, так что оставлю это на ваше воображение и творчество. Как ты себя ответственность скинула? А ты чё, на русском говоришь? Наслушалась. Пожалуй, домой пойду. Спасибо, что не сделала меня лысой. Обращайся, рекомендуй друзьям, ставь хорошую оценку в приложении. Обойдешься. Так что же я хотела сказать всем этим видео? За небольшое время нашего эксперимента мы создали достаточно много всевозможных интерпретаций покраса волос. В каждом стиле нашли что-то прекрасное, вышли из зоны комфорта. Надеюсь, что вам было интересно и вы тоже пробовали или собираетесь попробовать себя в новом стиле покраса. Это определенно даст вам новый опыт. Ну, что-то я уже совсем очевидные вещи начала говорить. Всем удачи, всем пока.